Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я покажу вам, как при помощи обычного циркуля, линейки и карандаша построить все самые необходимые углы. Найти центр любой окружности или полукруга и покажу вам, как можно делить окружность на равные части или же строить правильные многоугольники. Начну, пожалуй, с самого простого. Это построение угла в 90 градусов. На листе бумаги изображу произвольную прямую. На этой прямой построю две произвольные точки. Теперь возьму циркуль и расстоянием, чуть больше половины расстояния между этими двумя точками, провожу две дуги. Одна и вторая. На пересечении этих двух дуг мы получаем две точки. Проведя прямую через которые, мы получаем перпендикуляр к изначальной первой прямой. В каждой четверти мы получаем угол в 90 градусов. Где это можно применить в жизни? Ну, в разметке это применяется часто. Рассмотрю сейчас такую ситуацию, когда есть, допустим, у нас листовой материал. И вот у нас имеется кромка, от которой нужно построить перпендикуляр, не имея угольника. Сымитирую эту ситуацию. Вот у нас прямая. Допустим, это кромка металла. На кромке металла мы керном накерниваем две точки. Берем циркуль. На циркуле выставляем расстояние почти до второй точки. Проводим дугу с одной точки и с другой точки. Далее расстояние на циркуле уменьшаем чуть больше половины расстояния этих двух точек. Проводим дугу и проводим дугу. И мы тоже получили на пересечениях две точки, проведя прямую через которые мы получим перпендикуляр. Вот так. В строительстве эта техника тоже часто применяется, и та ситуация, когда под рукой нет ничего, кроме отвеса и карандаша, можно построить идеальную горизонтальную линию. Отвесом на стенке проводим прямую по отвесу. Можно взять импровизированный циркуль из обычного шнурка и карандаша. Обозначим одну точку. Произвольно берем какое-либо расстояние именно циркулем. Отмечаем, делаем засечечку. И делаем вторую засечечку точно таким же радиусом. Далее берем циркуль, либо шнурок с карандашом. Отмечаем уже расстояние до первой точки и проводим дугу. Одну и вторую. Нас интересует вот эта точка и вот эта точка. Проведя прямую через которые, при условии, что по отвесу было выставлено идеально, мы получим идеальный горизонт. Проверим на практике. Ну а теперь я сымитирую ту ситуацию, когда мне нужна горизонтальная линия, а под рукой у меня всего лишь один карандаш и отвес. Ну, отвес вообще элементарно можно сделать. Возьму свой старенький отвес и построю идеально вертикальную линию. Раз точка. Два точка. Проведу прямую. Это у нас прямая по отвесу. Вот так. Вверху изображу точечку. Ну а теперь возьму обыкновенный шнурок. Я на конце сделал удавку, чтобы можно было закрепить маркер. Ну или карандаш. И у нас получается такой импровизированный циркуль. Возьму произвольное расстояние, но чтобы у меня все уместилось в эту маленькую доску. Возьму примерно вот как-то вот так. Делаю засечку. Раз. Этим же расстоянием делаю засечку 2. Теперь возьму расстояние от верхней точки до нижней точки.
Раз дуга. И два дуга. У нас получаются вот такие две точки, проведя прямую, через которые мы получаем горизонтальную линию без использования уровня. Ну а теперь сверимся, точно ли мы построили или нет при помощи лазерного уровня. Добавим вертикальную линию, подведем и приподнимем. Вот так. Ну, как мы можем видеть, что построение идеальное. Прошу заметить, чем это построение будет крупнее, тем и точность будет лучше. На таком маленьком объекте очень трудно это все сделать очень точно. Теперь построить необходимо угол в 45 градусов. Если у нас есть две линии, которые перпендикулярны друг другу, это сделать элементарно просто. У этих двух линий все углы 90 градусов, и это значит, что один из углов нам необходимо разделить на две равные части, то есть провести биссектрису угла. Делается это очень просто. Из точки пересечения прямых мы произвольным радиусом, ну допустим, пусть будет такой, это вообще не критично, мы пересекаем две прямые. Выставляем иголку на пересечении дуги с этими прямыми и проводим еще дополнительные две дуги. На пересечении этих двух дуг мы получаем точку. Проведя прямую через пересечение двух прямых и пересечение двух дуг, мы получаем биссектрису угла 90 градусов. А это значит, что этот угол равен 45 градусам. Этот угол у нас 90 градусов. Сумма этих двух углов дает нам, например, лекало в 135 градусов. Теперь необходимо построить угол 60 градусов. Это вообще элементарно просто. Для того, чтобы построить угол 60 градусов, нам необходимо построить равносторонний треугольник. Это треугольник, у которого все стороны равны, и все углы у него равны 60 градусам, в сумме 180. Возьмем произвольное расстояние. Из центральной точки проведем засечку. Этим же радиусом производим еще одну засечку. И из центральной точки производим еще одну засечку. То есть у нас получаются три точки. Это три вершины треугольника. Мы его даже можем изобразить. Вот он, наш равносторонний треугольник, у которого все стороны равны. То есть мы здесь получаем угол 60 градусов. Все углы у нас здесь равны 60 градусам. Ну и так как этот треугольник построен в угле 90 градусов, у нас остается вот этот кусочек. Он будет равен 30 градусам. В сумме 60 дает 90. Ну или же мы можем просто тупо поделить, провести биссектрису в этом угле, и получится у нас тоже 30 градусов. Что это нам дает? Это нам дает угол 60 градусов, 30 градусов. Если мы 30 прибавим 45, у нас получится 75 градусов. И если мы 30 прибавим 90, получится 120 градусов. Ну и если мы еще проведем биссектрису угла 30 градусов, мы с легкостью можем получить угол в 15 градусов. Вот через эту точку мы проведем прямую. И это у нас будет угол 15 градусов. Геометрия во всей своей красе. Нет ничего сложного. Теперь я покажу вам, как найти центр любой окружности, либо полукруга. Для этого существует угольник, центроискатель так называемый. Он работает по этому же принципу, который я сейчас вам покажу. В общем, изобразим произвольную окружность.
И обозначим ручкой точку, из которой эта окружность была построена, для того, чтобы нам свериться, правильно ли мы найдем эту точку или нет. Для того, чтобы найти центр любой окружности, необходимо построить две хорды. Что такое хорда? Хорда — это прямая, которая пересекает две точки окружности. Строим абсолютно произвольно. Одна хорда пересекает окружность в этой точке и в этой точке. И вторая хорда, которая пересекает окружность в этой точке и в этой точке. Теперь необходимо построить на этих хордах перпендикуляры. Для этого берем циркуль, выставляем радиусом чуть больше половины расстояния между двумя точками. Делаем одну дугу и вторую дугу. То же самое делаем и на второй хорде. Раз и два. В общем, пересечение этих двух дуг дают нам точки. Это перпендикуляры к этим двум хордам. Теперь строим прямые. И как мы уже можем видеть, что прямые проходят через центр этой окружности. И центр окружности у нас найден. Теперь я покажу вам, как строить правильные многоугольники, либо делить окружность на равные части. Начнем с самого простого. Проведем произвольную прямую. На этой прямой построим точку. И циркулем построим окружность произвольного диаметра. Теперь этим же радиусом из этих двух точек пересечения прямой с окружностью построим дополнительные две дуги. Одна и вторая. У нас получаются 6 точек. То есть, что мы сейчас получили? Мы сейчас сюда можем вписать равносторонний треугольник. Это треугольник, у которого все стороны равны. И все углы у него равны 60 градусам. То есть, вот он, идеальный равносторонний треугольник, вписанный в эту окружность. Либо, если мы сейчас соединим все эти хорды, мы получим правильный шестиугольник. Ну вот у нас получился правильный шестиугольник. Также мы можем, в принципе, в эту окружность вписать идеальный квадрат. Для этого необходимо просто построить перпендикуляр к этой линии. Раз и два. И на пересечении этих двух дуг мы получаем две точки, проведя прямую, через которые мы получим перпендикуляр, как в изначальном первом случае. И получаем 4 точки. 2, 3, 4. В которые можем вписать идеальный равносторонний квадрат. Ну вот, мы получили квадрат, мы получили треугольник и мы получили шестиугольник. Теперь я покажу, как построить правильный пятиугольник. Для этого существует довольно-таки несложная техника. Опять же рисуем прямую и окружность произвольная. Также нам необходимо провести дугу. И здесь у нас получается что? Вот эта дуга с окружностью пересекается в двух точках. Также нам еще необходимо построить перпендикуляр. Он нам тоже нужен.
Так, строим перпендикуляр к этой прямой. Есть. И проводим прямую вот эту. Дальше что у нас получается? Для чего мы провели вот этот перпендикуляр второй? Нам необходимо циркулем взять вот это расстояние от этой точки до точки пересечения окружности с перпендикуляром и провести радиус. У нас получились две точки пересечения. Нам необходима вот эта точка и вот эта точка. Теперь циркулем берем это расстояние, и это и есть у нас хорда пятиугольника. Построение не идеальное, но достаточно точное. Теперь берем точку, откуда мы хотим строить. Засечка. 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 Еще одна. И вышли почти идеально. Почти. Так. Вот у нас получились 5 вершин пятиугольника. Ну, в принципе, можно уже построить либо пятиугольник, либо пятиконечную звезду. Давайте построим пятиконечную звезду. Нам это же близко к душе. Ну вот вам пятиконечная звезда. Или же пятиугольник. Ну вот. Существуют также техники построения любых многоугольников, но они настолько сложны, что я даже не хочу погружать вас в эти дебри. Я расскажу вам о самом простом варианте. Самый простой вариант — это использовать вот такие таблицы, которые взяты из старой доброй книжки «Общий курс слесарного дела». Это моя любимая книжечка, в ней есть вся необходимая информация, и она 63-го года выпуска. Я оставлю на экране табличку. Кто хочет, поставьте на паузу и сделайте скриншот. Мало ли когда-нибудь в жизни пригодится. В общем, как работать с этими таблицами? Здесь необходимо знать всего лишь радиус той окружности, которую вы строите, и поделить ее можно вплоть до 120 граней. То есть, допустим, я хочу построить, например, семиугольник, и хочу построить его радиусом, например, 75 мм. Все очень просто. Я этот коэффициент умножаю на 75 мм. Попробуем. Калькулятор. Поехали. 75 мм у меня будет радиус. Умножаю на коэффициент 0,8678. Итого длина хорда у меня получается чуть-чуть больше 65 мм. Попробуем построим. Выставляю циркуль на радиус 75 мм. Чем точнее мы построим, тем точнее получится многоугольник. 75 мм есть. И проводим окружность. Длина хорда у нас 65 мм. Ну вот где-то так. Ставим точку. И строим. Ну вот, вышли практически идеально. Обозначаем эти точки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну вот и получился у нас этот многоугольник.
Ну вот у нас получился правильный семиугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По такому же точному алгоритму можно построить любой многоугольник вплоть до 120 граней, как я уже говорил. Итак, мои дорогие друзья, на сегодня у меня все. Надеюсь, информация была вам полезной. Всем пока!